Глава 1. Деревня на краю горы Эр-Лэн-Цзы широко открыл глаза и уставился на крышу, сделанную из тростника и грязи. Он был укрыт старым темно-желтым стеганым одеялом. Изначальный цвет одеяла больше нельзя было различить, к тому же оно испускало слабый запах плесени. Рядом шумно спал его второй брат Ханчжу. Время от времени были слышны разнообразные звуки, издаваемые им во сне. В 1,5 метрах от кровати была желтая стена из грязи. От старости она уже начала рушиться. Уже появилась тонкая трещина, создавая небольшую дыру. Через это отверстие были слышны звуки жалоб и сплетен от деревенских домохозяек. Временами вклинивался мужской голос, сопровождаемый звуком раскуриваемой трубки. Эр-Лэн-Цзы медленно закрыл глаза, заставляя себя уснуть. Он искренне пытался заснуть, потому что если он не сможет рано встать, то он не сможет помочь друзьям подняться на гору и собрать дрова. Фамилия Эр-Лэн-Цзы была Хань, а имя Ли. Это было серьезное имя, но его придумали не его родители. В попытке придумать пророческое имя его отец использовал 2 зерна риса. Но в итоге имя выбрал староста деревни Чжан. Глава деревни Чжан в молодости несколько лет посещал городскую школу. Там он изучил множество слов, которые могли использоваться как имена, и поэтому многим детям в деревне имена дал именно он. В деревне Ханьли звали Эр-Лэн-Цзы, не потому что он был глупым, просто в деревне другого такого не было. За пределами дома он редко слышит свое имя Ханьли, а чаще Эр-Лэн-Цзы. В итоге имя закрепилось за ним и по сей день. И единственная причина, почему его назвали Эр-Лэн-Цзы, была в том, что в деревне уже был один Лэн-Цзы. В деревне были и другие дети с прозвищами, например, Малютка-пёс или Тупое яйцо, и другие. Но эти прозвища не были столь хороши, как Эр-Лэн-Цзы. В итоге, хоть Ханьли и не сильно любил свое прозвище, но он не возражал. Внешность Ханьли была ничем не примечательна, у него была темная кожа, и родом был он из простой крестьянской семьи. Но в сравнении со своими сверстниками он был более зрелым. Он очень хотел увидеть красивый, цветущий внешний мир. И он мечтал, что однажды сможет вырваться из тесной деревни. Поэтому он часто упрашивал старосту деревни позволить ему посмотреть мир. Ханьли был единственным, кто думал подобным образом, и, конечно, он попытался сохранить все в тайне. Если бы люди узнали, то они, конечно же, поразились. У малодушного ребенка, у которого молоко на губах еще не обсохло, такая большая мечта, которая едва ли есть у взрослого человека. Другие люди в деревне даже не думали об отъезде, жизни, состоящей в присмотре за курами и собаками, для них было достаточно. Для них это была действительно странная мечта. В семье Ханьли было 7 человек, включая его 2 старших братьев, 1 старшую сестру и 1 младшую сестру. В семье он был 4-м по возрасту, и в этом году ему исполнилось 10. Жизнь его семьи была полна лишений, зато они были честны. Прошлый год его семья провела без мяса и рыбы, но еды и одежды хватило всем. Прямо сейчас Ханьли был в полусонном состоянии. Тогда он мысленно дал себе пощечину. Он почти забыл, что должен был собрать немного красных ягод для любимой младшей сестры. На следующий день в полдень, мучительно потея под палящим солнцем, Ханьли нес на спине вязанку дров. А мешок на его груди был заполнен красными ягодами. Когда он пришел домой, то еще не знал, что люди, которые тогда находились у него дома, навсегда изменят его судьбу. Уважаемым гостем был тот, кто являлся его кровным родственником. Это был его 3-й дядя. Слухи твердили, что недалеко располагался небольшой ресторан. Там жил лавочник, который имел славу всемогущего человека. За последние 100 лет у семьи Хань никогда не было такого статуса, как 3-го дяди. Когда Ханьли был младше, он встречал своего дядю всего пару раз. Его старший брат жил за городскими стенами и работал под мастерием кузнеца. Этот 3-й дядя нашел ему работу. Родители Ханьли часто просили его достать еды, а также он заботился о семье. Поэтому Ханьли хорошо относился к своему дяде.
Услышав, что его родители молчали, он также не сказал ни слова, но про себя он ценил своего дядю. Его старший брат также очень любил свою семью, и, будучи подмастерьем кузнеца, он не только заботился о своих расходах за проживание, но также посылал 30 медиков каждый месяц домой. Когда он станет настоящим кузнецом, то будет зарабатывать еще больше. Каждый раз, когда родители вспоминали о старшем брате, они прямо светились от счастья. То же чувствовал и Ханли. Хотя Ханли был еще молод, он также восхищался работой брата. Хотя он был всего лишь подмастерьем кузнеца в небольшом городе, эту работу все же можно считать престижной. Работа ремесленника была престижным способом зарабатывать на еду. Поэтому, когда Ханли увидел необычную атласную одежду дяди, его здоровое, крупное лицо и маленькую бороду, он не мог не почувствовать волнения. Он положил дома позади дома и вернулся туда, где сидел его дядя. Он послушно сказал: «Здравствуйте, третий дядя». Он улыбнулся и стал рядом с родителями, которые болтали с третьим дядей. Его третий дядя улыбнулся, посмотрел на него и похвалил: «Какой умный и послушный ребенок!» И внезапно сменил тему, объяснив истинную цель своего визита к родителям Ханли. Ханли был еще молод и не мог полностью понять дядю. Но общий смысл он все же уловил. Изначально, когда ресторан дяди и территория, на которой он стоял, называлась «Секта Семи Тайн», поскольку те люди объявили ее своей собственностью. Секта состояла из внешней и внутренней сект, и недавно дядя стал адептом внешней секты. Тогда ему поручили найти несколько 7-12-летних детей, чтобы пройти набор во внутреннюю секту. Эти дети будут первыми, кто примет участие во внутреннем наборе в ученики секты Семи Тайн. Испытание пройдет в следующем месяце. И когда попросили найти учеников, первым, о ком подумал дядя, был Ханли. Отец Ханли терпеливо слушал до слов «мир боевых искусств» и «секта», а также некоторых других, которых он никогда не слышал прежде. В сердце он колебался, поэтому, чтобы решиться, он взял свою трубку и затянулся. Он причмокнул губами, прежде чем сел, не сказав ни слова. По словам дяди, секта Семи Тайн была единственной на сотни миль, но, несмотря на это, она была одной из лучших. Если бы Ханли стал адептом, он бы не только смог изучать боевые искусства, но также смог бы перестать волноваться о ценах на еду. Кроме того, каждый месяц он бы получал серебро на расходы. Даже если он провалит тест, он все еще сможет стать адептом внешней секты и иметь дело с внешними делами секты, как и его дядя. Услышав о серебре, а также о той возможности, что Ханли мог получить такой же статус, как и его дядя, отец Ханли сдался. Услышав согласие, третий дядя, казалось, был в хорошем настроении. Тогда он оставил 100 серебра в качестве напоминания, чтобы Ханли пришел на тест. Затем он попросил хорошо кормить Ханли, чтобы подготовить его тело к испытанию. После этого дядя похлопал Ханли по голове и отправился в город. Хотя Ханли не все понимал, он понял, что это неплохой способ заработать немного денег. Теперь, когда появилась возможность воплотить мечты в реальность, Ханли был настолько взволнован, что не спал следующие несколько дней. Через месяц, точно в срок, вернулся третий дядя, чтобы забрать Ханли в город. Перед отъездом отец наказал Ханли быть справедливым, миролюбивым и никогда не драться с другими. Мать попросила, чтобы он позаботился о своем здоровье, хорошо питался и отдыхал. Видя, как отец и мать удаляются, Ханли прикусил губу, чтобы не вскрикнуть. Незаметная слезинка упала из его глаз. Хотя для своего возраста он был очень зрел, в конце концов, он всего был лишь ребенком. Это было впервые, когда он покидал дом, и, естественно, он колебался и грустил. Но его сердце было полно решительности. Как только он заработает много денег и вернется, то никогда больше не покинет своих родителей. Но он и не предполагал, что в скором будущем деньги потеряют для него всякий смысл, и что он выберет иной путь. Путь бессмертного. Эта поездка была первым шагом в его долгой дороге бессмертного. Глава 2. Город Грин-Окс. Город Грин-Окс был небольшим солдатским городом-гарнизоном,
но местные жители настояли, чтобы его называли город Грин-Окс. Они использовали это название больше 10 лет, и настолько часто, что ничего не оставалось, кроме как принять его. Город Грин-Окс на самом деле был не очень большим. В конце концов, в городе была лишь одна главная дорога, соединявшая все. Также была единственная гостиница, принадлежавшая одной семье, и та была в глубине западной части города. Поскольку это была единственная гостиница, случайным проезжим ничего не оставалось, кроме как остановиться там. Была только одна дорога, по которой можно было проехать в западную часть города Грин-Окс. Кроме ворот и гостиницы, единственным пунктом остановки мог стать только ресторан «Душистая весна». Ресторан был не очень большим и, к тому же, старомодным. Несмотря ни на что, это было единственное место в городе, где предоставлялся любой вид услуг. Было время обеда, и ресторан был полон посетителей, проще говоря, аншлаг. Из окна повозки выплыло круглое, бородатое, жирное и маленькое, 10-летнее, темное лица. Они вылезли из повозки и вошли в ресторан. Толстяк хорошо знал владельца этого заведения. «Толстяк Хань, что это за малец?» «Старик Хань, ты с ним так похожи. Неужели ты приведешь домой сына проститутки?» Пошутил кто-то. Услышав шутку, все посетители захохотали. «Тьфу! Этот мальчик — мой племянник, поэтому естественно, что мы похожи», — рассмеялся толстяк. Он не сердился, а напротив, выглядел немного гордым. Эти двое только что вернулись из трехдневной поездки в город, чтобы отдохнуть с Хань Ли и его третьим дядей, толстяком Хань. Толстяк Хань поприветствовал некоторых завсегдатаев, а затем отправил Хань Ли в небольшой внутренний дворик позади ресторана. Позже дядя тоже присоединился к нему. «Сяли, здесь ты сможешь хорошо отдохнуть и поесть. Тебе придется подождать здесь, пока не начнутся испытания внутренней секты. Тогда я тебя и позову. Сейчас же я должен позаботиться о клиентах», — объяснял толстяк, провожая Хань Ли в одну из комнат внутреннего двора. Затем старик спешно вернулся в ресторан. Около двери он еще раз обернулся и осмотрел Хань Ли. «Не бегайте бездумно по округе, здесь очень много важных людей, поэтому тебе не следует мешать им. И не заблудись. Для тебя же будет лучше не покидать эту территорию». «Хорошо». Услышав честный ответ Хань Ли, он почувствовал облегчение и вышел. Как только третий дядя уехал, Хань Ли понял, насколько он устал. Он плюхнулся на кровать и мгновенно захрапел. Странно, но незнакомцы не пугали его. Вечером мальчик из прислуги принес ему ужин. Хотя эта еда не была щедрой, все же она была очень вкусной. После того, как Ли поел, мальчик вернулся, чтобы забрать поднос. Позже в комнату спокойно вошел третий дядя. «Как еда?» «Было вкусно. Скучаешь по дому?» «Да, еда была восхитительна. И все же я немного тоскую по дому», — последовал ответ Ли. Дядя был удовлетворен ответом, и позже, сидя около Ли, он в красках описал, как прошел его день. Он рассказал о людях, которых встретил, и забавные случаи, которые произошли. Постепенно Ли заразил дядиным смехом и тоже захохотал. Так прошло еще 2 дня. На третий день Ли, как обычно, ужинал и ждал дядю, чтобы услышать истории мира боевых искусств. Но ко входу в ресторан подъехала коляска, запряженная лошадью. Коляска была черна как смоль, а покрывавший ее лак сиял. Тянула же ее выделяющаяся белая лошадь. Эта повозка привлекла большое количество внимания, а над ней развевался флаг со словом «Сюань» на нем. На знамени были изображены 3 обрамленных флага с черным фоном и мерцающим серебряным и красным символами на них. Никто не мог разгадать тайну, скрывавшуюся за цветом флага. Однако все, кто хотя бы немного знал о мире боевых искусств, знали, что означал этот флаг. Это означало, что важный представитель одной из 2 великих сект области, секта Семи Тайн, приехал в столь отдаленное место. Организация «Секта Семи Тайн», также известная как «Секта Семи Пустот»,
была основана приблизительно 200 лет назад создателем семи техник пустоты, правившим страной многие десятилетия. Секта имела огромное влияние по всей стране. В государстве ее когда-то считали бесподобной, но после того, как создатель этой секты умер от болезни, ее влияние улетучилось. Чтобы выжить, оставшимся членам пришлось объединиться. Но после 100 лет им пришлось уйти из страны в отдаленное место, названное Бессмертная гора. С тех пор, по сравнению с внешним миром, секта представляла собой лишь властью третьего порядка. Есть поговорка: «Худой верблюд лучше, чем мертвый верблюд». Несмотря на все потери, секта Семи Тайн все еще обладала некоторым влиянием. Ей принадлежал город Грин-Окс и еще несколько небольших деревень поблизости. У секты все еще было 3-4 тысячи последователей и 2 великих эксперта. Только такими силами она могла противостоять группе бандитов Одичавшего Волка. Лидер банды Одичавшего Волка имел славу самого бесчестного преступника в стране. После своего первого поражения он обещал распустить банду. Но, будучи очень свирепым и бесчестным человеком, он легко нарушил свое обещание, продолжив убивать и поджигать, а также преобразовывать свою банду. С тех пор банда Одичавшего Волка и секта Семи Тайн боролись снова и снова. По правде говоря, хотя банда Одичавшего Волка и управляли небольшими городами, им не доставало сил, чтобы быстро захватить богатые города, контролируемые сектой. Банда Одичавшего Волка завидовала секте и ее процветанию, что вызывало частые междоусобицы. Они были большой головной болью для секты, и поэтому она стремилась расшириться. С коляски спрыгнул 40-летний мужчина. Несмотря на его возраст, он ни в коей мере не выглядел слабым. Будто зная это место как свои 5 пальцев, он двинулся прямо к комнате, где жил Хань. Увидев этого человека, третий дядя немедленно выступил вперед, преподнося подарок. «Старший Ван Хуфа, почему вы лично приехали сюда?» «Помолчи». Холодно и высокомерно сказал Ван. «Сейчас на дорогах очень опасно, поэтому я должен был приехать сам». «Это тот мальчик, которого ты рекомендуешь?» «Да, это сын моего брата. Я надеюсь, что вы, Ван Хуфа, примете его». С тревогой третий дядя Ли быстро вытащил мешочек из своих одежд и незаметно передал его. Ван Хуфа принял кошель и взвесил его в руке. После чего его выражение немного смягчилось. «Толстяк Хань, ты дельный человек. Будьте уверен, я позабочусь о твоем племяннике, в моих руках он в безопасности. Но мы должны отправиться немедленно». Глава 3. Секта Семи Тайн. В коляске странно пахло, но этого стоило ожидать, ведь это была 10-местная повозка, к тому же в ней было около 30 детей. Даже при том, что тело ребенка значительно меньше тела взрослого, повозка была переполнена. Секта набрала много детей. Хань Ли протиснулся в угол повозки и стал оценивать попутчиков. Судя по изношенности одежды детей, можно было поделить на 3 группы. К первой группе можно было отнести единственного человека, сидящего в центре повозки в окружении других детей. Все они были одеты в похожую цветастую одежду и выглядели, как его свита. Мальчика звали Вуянь, ему было 13, а это означало, что он был самый старший среди всех детей. Хотя его возраст был чуть выше требуемого, но из-за того, что кузина была замужем за человеком, обладавшим немалым влиянием во внутреннем круге секты, на это закрыли глаза. Кроме того, семья Вуяня владела дадзё боевых искусств, которая обеспечивала их немалыми деньгами. Вуянь даже изучил некоторые приемы боевых искусств, и хотя не владел ими не слишком хорошо, этого все равно было достаточно, чтобы победить неопытного бойца как Хань Ли. Было очевидно, что Вуянь был хорошо воспитан, а также обладал неплохими знаниями о боевых искусствах. Поэтому большинство детей в повозке звали его «Большой брат». Вторая группа на данный момент собралась вокруг Вуяня. Все дети из этой группы были из семей, которые владели своими лавками. Некоторые даже в них работали, чтобы зарабатывать на жизнь. Но у всех них была одна общая черта: каждый из них вырос в городе
и, естественно, был самоуверен. Они нашли человека, обеспечившего им наибольшую выгоду, в данном случае Ву Яня. Они толпились вокруг него, подлизывались, называя господин Ву или старший брат Ву. Ву Янь, похоже, привык к такому обращению и, казалось, сильно наслаждался вниманием. К третьей группе относились дети такие же, как и сам Ханьли, прибывших из отдаленных деревень. Они были теми, чьи семьи жили в нищете за счет крестьянской работы. Эта группа была самой малочисленной, представленная 5-6 детьми. Они были из тех, кто боялся быть побитым, поэтому они не смели громко разговаривать, а лишь с завистью наблюдали за оживленной беседой остальных детей. Однако иногда раздавались громкие возгласы, исходившие от этой группки, что никак не вязалось с их характером. Повозка быстро поехала на запад города Грин-Окс. По пути они встретили множество разных вещей, а также собрали оставшихся детей. Наконец, на 5-й день они достигли ворот секты Семи Тайн на горе Красного Облака. Мальчик, выйдя из повозки, огляделся. Осматривая пейзаж, они лицезрели 5 цветов заходящего солнца и были глубоко очарованы. Дети начали двигаться только после замечания Ван Хуфа. Гору Красного Облака раньше называли горой Феникса, горой, где 5 цветов заката падают на землю, окрашивая ее. Ее переименовали, когда люди впервые поднялись сюда и лицезрели удивительное представление лучей заходящего солнца. Для секты Семи Тайн это был очевидный выбор обосноваться здесь, где доступ к ней был ограничен. Гора Красного Облака была второй по величине горой в стране, высочайшей же была гора Сотни растений. Обе горы были чудовищно огромны площадью более чем 5 километров каждая. Эти горы также включали в себя другие горные пики. Каждая из этих гор была превращена в неприступную цитадель. В результате секта Семи Тайн полностью контролировала эту область. Главным пиком горы Красного Облака была вершина заходящего солнца, зловещее и высокое место, к вершине которого вела всего одна дорога. Тут был расположен главный зал секты Семи Тайн, а 13 сторожевых постов, расположенных вдоль дороги, гарантировали полную безопасность. Ханьли оглядывался по сторонам, когда группа перед ним внезапно остановилась, и зазвучал голос. «Брат Ван, почему вы прибыли только сейчас? Вы уже опоздали на 2 дня. Господин Юэ, на дороге возникли кое-какие неприятности. Примите мои глубочайшие извинения», — смутился Ван Хуфа, приветствуя старшего. «Сколько групп вы уже привезли?» «Это 17-я». «Ясно». Господин Юэ высокомерно посмотрел на Ханьли. «Отведите их в гостиный двор и дайте отдохнуть. Завтра утром мы начнем испытания. Если они не проходят, то сопроводите их с горы. Те, кто нарушает правила, также будут отосланы. Как пожелаете, господин Юэ». Идя по каменной тропе, дети выглядели взволнованными, но никто не смел сказать что-либо. Хотя дети были еще молоды, все они понимали, что это место, где решится их судьба. Во главе группы Ван Хуфа приветствовал многих проходивших мимо людей. Было ясно, что он знал многих во внутренней секте. По пути они встретили много различных людей. Некоторые носили зеленый атлас, некоторые были вооружены мечами и двуручниками, кто-то тренировал кулаки, а некоторые носили огромные мешки. Дети даже не могли предположить то, что могло в них, но видя, как люди несли их, было очевидно, что это было своего рода военной подготовкой. В итоге их привели к небольшому грязному дому на вершине горы. Это было место, где Ханьли будет спать. Ему приснилось, что он носил дорогие одежды, а в руках держал железный меч, да и к тому же был мастером боевых искусств. Кроме того, ему приснилось, как он победил сына кузнеца. Этот сон был настолько ярким, что когда он проснулся на следующий день, то все еще помнил его в мельчайших подробностях. Утром Ван Хуфа не принес детям еды на завтрак, а вместо этого отвел их на склон, заросший бамбуком, где господин Юэ, а также еще несколько человек ожидали их. Глава 4. Костедробительный Утес господин Юэ встал перед всеми и сказал: «Слушайте.
Войдите в бамбуковый лес, дорога приведет вас к костедробительному утесу секты Семи Тайн. Первый этап вашего пути — бамбуковый лес, следующим этапом будет стена утесов, и затем вы достигнете костедробительного утеса. Те, кто сможет его достигнуть, будут немедленно приняты в секту Семи Тайн. Если у вас не получится добраться туда до полудня, у вас все еще есть шанс присоединиться к секте в качестве тайного ученика, но только если покажете выдающиеся способности. Поскольку Хань Ли не понимал значения слов «секретный ученик», единственное, что он знал, было то, что нужно добраться до утеса. Если посмотреть отсюда на утес, то он не выглядит столь пугающим, кроме того, бамбуковый лес был очень тонкий. Ли решил, что с легкостью пройдет его, Хань Ли не собирался проигрывать. Даже несмотря на то, что они были детьми, атмосфера все равно была напряженной. Господин Юэ посмотрел на солнце, время почти пришло. Будьте готовы стартовать. Не бойтесь рисковать, ваши старшие товарищи будут позади, чтобы защитить вас от любой опасности. Хань Ли оглянулся на группу людей позади себя, должно это и есть старшие ученики. Скорее всего, это те, кто прошел предыдущее испытание. Если он пройдет испытание, то тоже сможет носить такую одежду. Пока он размышлял, все остальные вошли в бамбуковый лес. Осознав этот неприятный факт, Хань Ли последовал за ними. Бамбуковый лес был необычайно большим, и в момент, когда в него забежали 30 детей, они смогли рассеяться в нем по разным направлениям. Позади Хань Ли появился худощавый старший ученик с холодным взглядом на его лице, продолжая следовать за ним, не говоря ни слова. Из-за внезапного появления Хань Ли немного боялся его, и поэтому ускорил темп, взбираясь на бамбуковый склон. Бамбуковый лес источал жуткую ауру, но после долгой ходьбы он начал понемногу уставать. Его ноги тяжелели с каждым шагом, и вскоре ему пришлось использовать руки, чтобы хвататься за бамбук при подъеме, чтобы снизить нагрузку на ноги. Долгое время продвигаясь таким способом, Хань Ли почувствовал чудовищную усталость. Оглядевшись, он быстро обнаружил небольшую насыпь и сел, чтобы отдышаться. Делать было нечего, поэтому Хань Ли повернулся и посмотрел на старшего ученика. Несмотря на крутой уклон, ученик все еще стоял. На нем было даже намека на пятнышко пыли, и он стоял высокий, как и бамбук вокруг него. Ученик, в свою очередь, посмотрел на Хань Ли. Увидев холодный взгляд старшего ученика, Хань Ли испугался. Хань Ли быстро отвернулся и прислушался к окружавшим его звукам. Вдалеке перед собой он услышал, как кто-то тяжело дышал. Это значит, что ему придется поднапрячься, чтобы догнать остальных детей. Хань Ли еще немного отдохнул и помчался вслед за другими. Склон становился все более крутым, и силы Ли быстро иссякали. Чтобы сохранить темп, Ли пригнулся и продвигался, используя руки и ноги. Продвигаясь вперед, он изорвал одежду и исцарапал все руки. Хотя он постепенно приближался к концу плотного леса, страх все нарастал в его душе. Вдруг дорога станет только труднее. На земле все чаще проявлялись скалы, в то время как ростки бамбука были видны все реже и реже. Вскоре Хань Ли не мог идти, придерживаясь за бамбук, поэтому за раз он мог преодолеть всего 1 метр. В тот момент, когда он выбрался из бамбукового леса, перед его глазами предстала огромная гора. На каменном склоне было много детей, пытавшихся взобраться. Позади каждого находился старший ученик. Не колеблясь ни секунды, Хань Ли помчался к склону, чтобы начать свое восхождение. На этом склоне было несколько уступов из-за господствующих здесь ветров. Некоторые части утеса выглядели особо хрупкими, но все еще было много устойчивых точек опоры. Хотя Хань Ли обладал исключительным восприятием, судя по его физическому состоянию, задача казалась невозможной. Он не ел уже долгое время, его кожа была сильно порезана во многих местах, а одежда почти полностью изодрана. Несмотря на то, что раны были несерьезными, забившийся в них гравий причинял невыносимую боль. Дети уже достаточно высоко поднялись, и, вспомнив наказ своей семьи и дяди, Ли закусил губу и заставил себя продолжить. Отец, мать и дядя предупреждали,
какими трудными будут тесты. Если у него не хватит настойчивости, то он не сможет присоединиться к секте. Но сейчас его не заботило вступление, единственное, чего он желал, это выложиться по полной и победить остальных. Ли поднял голову, чтобы взглянуть на подымавшегося Вуяня. Вуянь был старше, практиковал боевые искусства, и почти наверняка его тело было в лучшей форме, чем Хань Ли. Восхождение на Утес для него не было непосильной задачей. Хань Ли обернулся, чтобы посмотреть, сколько детей осталось позади. Сделав глубокий вдох, он продолжил движение. Даже при всей своей силе и решимости не был даже близок к предшественникам. Его тело становилось все тяжелее и тяжелее, в то время как солнце постепенно поднималось все выше. Вуянь уже почти поднялся. Утес был почти вертикальным, был примерно 100 метров в высоту. На вершине висело несколько веревок, снабженных на конце узлом, обеспечивавшим устойчивость. Вуянь первый добрался до веревки и начал медленно карабкаться. Хань Ли пытался глазами отыскать Вуяня, найдя его, уверенность стала постепенно улетучиваться. Он понимал, что не сможет догнать лидеров, просто потому, что времени уже почти не осталось. С этими мыслями он внезапно осознал, что его локти и колени подкашивались. Тут же его тело поразила сильная боль. Руки и ноги отказывались слушаться, а он сам панически хватался за гору, чтобы не упасть. Его тело постепенно спускалось все ниже. Хань Ли был напуган, а сердце тяжело стучало. Он плотно прижался к скале и не смел даже шелохнуться. Спустя некоторое время боль отступила, а он потянулся и ухватился за уступ. Подтянувшись и присев на большой уступ, он почувствовал облегчение. Хань Ли посмотрел вниз и увидел там, стоявшего с раскрытыми руками старшего ученика, готового в любой момент поймать падающего Ли. Ли был очень благодарен, потому что знал, что если бы не этот ученик, то Хань, безусловно, бы погиб в тот момент, когда у него закончатся все силы. Схватив веревку, он продолжил подъем. Ли наконец достиг одной из веревок, но солнце было уже высоко, и оставался всего лишь час до полудня. В тот же самый миг Вуянь достиг вершины. Посмотрев вниз, он встретился глазами с Хань Ли и показал всем отстающим оскорбительный жест. Жестоко смеясь, он отошел от края. Взбешенный Хань Ли вернулся к восхождению. Но он был крайне истощен и не мог даже крепко ухватить узел. Он собрал все силы в попытке взобраться, но тут же обессиленный осел обратно. Он не даже пальцем пошевелить, а поворот головы был для него настоящим испытанием. Он взглянул на вершину и увидел, что несколько детей сидели там, набивая рот едой. Совершенно вымотанный он, задыхаясь, смотрел на них. Единственное, что он смог, так это рассмеяться. Он понял, насколько недооценил этот тест. К счастью, он хотя бы не был последним. Он обернулся и был поражен, увидев холодный взгляд старшего ученика. Хань Ли решил попробовать еще раз. Он поднялся еще немного и понял, что хотя время еще есть, нет никакого способа для него взобраться. Но как он мог остаться неподвижным? Не было ли это отвратительно? Хань Ли выдавил из себя смешок, а затем вытянул свои задеревенелые руки. Он попытался подняться, но руки его больше не слушались. Он не мог крепко держаться за веревку. Все, что он делал, было бесполезно. Глава 5. Доктор Мо спустя мгновение Хань Ли внезапно почувствовал напряжение в поясе, а тело неожиданно полегчало. Его тело начало подниматься. Испугавшись, Ли поднял голову. Оказалось, что, поскольку он не мог двигаться дальше, старший ученик нес его на себе. Его ноги были ловкими, и он быстро поднялся вверх. Ли также не мог не заметить, что солнце уже было в зените. А значит, уже полдень. В конце концов Хань Ли оказался не способен пройти тест, и сердце его сжалось. Он чувствовал себя ужасно. Он старался изо всех сил, но почему он не смог сравниться с другими? До вершины горы добрались только 6 детей, которые, скрестив ноги, сидели в стороне. В их число входил и Вуянь, сидевший рядом с одетым в темно-синее стариком,
которому было около 50 лет. Господин Юэ и Ван Хуфа стояли рядом, ожидая, когда старшие ученики поднимут на вершину тех, за кем присматривали. Дождавшись всех детей, которых подняли на вершину, господин Юэ медленно подошел к группе мальчиков. На этот раз испытания прошли 7. Из них только 6 попадут в зал сотни тренировок и официально станут учениками внутренней секты, медленно сказал он. Поскольку Ву Янь был первым, кто достиг вершины Утэса, тем самым доказав обещанное, вместо этого будет отослан непосредственно в главный зал 7 пустот, чтобы там обучиться самым секретным навыкам нашей секты. Господин Юэ оглянулся на старика, который удовлетворенно кивнул. Что же до остальных? Господин Юэ, задумавшись, посмотрел на оставшихся. Пробормотав что-то себе под нос, он сказал: «Чжан Тай и Хань Ли. Хотя вы двое и не смогли успешно достичь вершины, все же вы продемонстрировали удивительные качества. Может оказаться, что тяжелый путь изучения боевых искусств окажется им по зубам. После некоторого обучения основным принципам, вы оба еще раз подвергнетесь этому испытанию спустя полгода. Если после этого вы сможете пройти испытание, то вы станете внутренними адептами, и если же нет, то внешними». Хань Ли посмотрел на другого упоминавшегося ребенка, Чжан Тая. Он вспомнил, что тому также едва не удалось взобраться на вершину. «Ван Хуфа, дайте остальным детям немного монет и отправьте их по домам». Господин Юэ указал на других детей. «Как пожелаете». Ван Хуфа, повинуясь приказу господина Юэ, сопроводил детей с вершины горы. Чжан Цзюнь, Ву Мингруй, вы оба возьмите тех, кто прошел в главный зал, и отведите их к первому заместителю командира ГУ и преподавателю Ли. 2 молодых человека выступили вперед, чтобы выполнить распоряжение. Они разделили Хань Ли и остальных на 2 группы. Одним из них был тот, что следил за Хань Ли. Когда они спустились с Утэса, Хань Ли взглянул на Ву Яня и обнаружил, что тот говорил с одетым в темно-синее стариком, даже и не думая двигаться. «Вы с ним отличаетесь. Поскольку он станет основным учеником залов 7 пустот, когда он закончит свое обучение, то получит тот же статус, что и Ван Хуфа», сказал второй старший ученик, будто бы отвечая на вопрос Хань Ли и развеять все его сомнения. Однако, в его словах чувствовалась легкая зависть. Он может рассчитывать только на свою дружбу с мужем его старшей кузины. Кроме этого, что у него есть? Его возраст даже не соответствует требованиям, так почему ему разрешают войти в залы 7 пустот? Холодно произнес старший ученик. «Чжан Цзюнь, вы действительно настолько безрассудны, чтобы говорить такое перед вице-мастером. Если он это услышит, то все участники этого разговора будут наказаны», заявил другой ученик. После этих слов Чжан Цзюнь и испугался и начал озираться. Заметив, что никого кроме детей рядом не было, он вздохнул с облегчением. Ученик прокряхтел, мол, у него были некоторые опасения по поводу Ву Яня, и замолчал. Хань Ли был согласен с размышлениями этих учеников, сила Ву Яня была результатом его отношений с вице-мастером секты. Поэтому он и смог достигнуть таких высот. Идя по горной тропе, 2 старших ученика не могли не думать о том, что только что произошло, и от этого раздражались все больше и больше. Ни у кого не было настроения беседовать. Вся группа двигалась в тишине. Хань Ли слишком боялся, чтобы о чем-либо спрашивать. Тихо было еще и потому, что дети наконец осознали, что 7 сект не были для них домом. После того, как группа вышла из густого леса, перед их глазами предстал пожилой 60-летний старик. У него была желтая иссохшаяся кожа, а волосы были полностью седые. Во время ходьбы он постоянно откашливался и выглядел так, будто вот-вот упадет, из-за чего все вокруг него были очень взволнованы. Когда Чжан Цзюнь увидел его, то поспешно подошел и без тени беспокойства почтительно поприветствовал старика. «Старший Мо, приветствую вас. Не нужны ли вам ученики?» Пока Чжан Цзюнь говорил, на его лице не было и следа прежнего холодного выражения. Напротив, на его лице читалось безграничное уважение.
Казалось, что этого старика уважали даже больше, чем вице-мастера. Это должно быть новые ученики. Откашлявшись, спросил старший Мо скрипучим голосом. Вы правы. В этой группе 6 официальных и 2 секретных ученика, ответил Чжан Цзюн. В настоящее время у нас не хватает людей, и нам нужны ученики, чтобы помочь мне в алхимии и сборе трав. Оставь тех двоих мне, старший Мо указал на 2 секретных учеников, Хань Ли и Чжань Тая. То, как он говорил, заставляло всех повиноваться ему беспрекословно. Как пожелаете. Эти 2 ученика поступают в ваше распоряжение, старший Мо. Кажется, им действительно повезло, они будут обучаться искусству медицины у старшего Мо. Ваше счастье. Ву Мингруй сделал комплимент в адрес старшего Мо. Хань Ли и Чжан Тай, видя, как старшие ученики вели себя, естественно, не жаловались. На самом деле они и не имели никакого права жаловаться. Они проследовали за старшим Мо в лес. Старший Мо взял 2 секретных учеников и спокойно двинулся по дороге в сторону леса. Глядя из стороны в сторону, его глаза внезапно заблестели, поскольку пред глазами этих троих предстал пейзаж зеленой цветущей долины. С левой стороны долины было большое благоухающее поле с медицинскими травами. Рядом стояло здание с огромным количеством лекарств, о которых Хань Ли даже не знал. По правую сторону от здания находились разномастные комнаты. Осматривая их, он заметил, что там был всего один вход, он же и выход. Это долина руки Бога. Кроме учеников долины и раненых, посторонние не могут сюда войти. Вы 2 будете жить здесь. Сейчас отдохните, а вечером встретимся в холле. С ней есть о чем с вами поговорить. Старший Мо пошел к дому, сперва указав 2 на другой. Называйте меня старший Мо. После паузы он добавил: также можете звать меня доктор Мо. Далее, не обращая внимания на детей, доктор отправился в большой дом, более внушительных размеров, чем тот, что был предназначен для Хань Ли и Чжан Тая. Хань Ли был истощен и не обращал внимания на Чжан Тая. Дотащившись до своей кровати, Ли мгновенно уснул. На данный момент его не заботило, что он уже был частью секты 7 тайн.